Сегодня я покажу вам гостиницу, которая олицетворяла мощь и величие социалистической Югославии, фактически став символом рухнувшей державы и придя вместе с ней в упадок. Это видео было снято в самом начале сентября 2024 года, а уже 15 ноября начался снос гостиницы, вызвавший многочисленные протесты жителей города, недовольных непрозрачным и самовольным решением, принятым новым собственником. Мне удалось побывать в отеле буквально в первые дни после того, как он прекратил свою работу, и арендаторы, снимавшие в здании офисные помещения, стали выносить свое имущество, а часть вещей отеля, проданных перед началом сноса здания, отгружали новым хозяевам. Невероятно, насколько похожи и переплетены судьбы одной страны и одного отеля, носящих название Югославия. Всем привет, друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Я нахожусь, пожалуй, в самом знаменитом отеле Югославии, который так и называется, одноименный отель Югославия. За годы его работы, за годы его существования здесь побывало множество именитых персон. И отель проработал буквально вот до недавних дней. В декабре начнется его снос, а перестал принимать он посетителей буквально на днях. Давайте вместе прогуляемся по этому отелю. Я покажу вам всю его роскошь. И мы отправимся еще в заброшенную часть, которая пустует уже не один год. Итак, погнали! Изучение зданий я решил начать с верхних этажей. Что интересно, северная часть основного корпуса, что составляет примерно треть всех помещений, заброшена уже четверть века, а последний этаж заброшен полностью. На каждом этаже рядом с холлом у основной лестницы расположены люксовые апартаменты, в которых в социалистические времена останавливались именитые гости со всего мира. Причем на заброшенных этажах эти апартаменты сохранились с тех лет в своем изначальном виде. Такой же холл, как мы только что видели снизу, но посмотрите, какой здесь ужас творится, сколько здесь голубиного помета. Это заброшенная часть отеля Югославия. Этажами ниже, на 6 этажах, которые расположены ниже, вот за этими дверьми находились буквально до сегодняшнего дня номера, которые работали, которые обслуживали постояльцев. Ну а сейчас здесь все в таком вот состоянии. Это, кстати, когда-то был один из номеров, и надо полагать, что это был номер люкс. А вот какие отсюда шикарные виды открывались на Дунай. Давайте выйдем на балкон и полюбуемся сейчас этой красотой. Вот с такими видами жили постояльцы этого отеля. Здесь были гостиные. Как я понимаю, все это было для очень высокопоставленных гостей. Вот эти номера, которые расположены рядом с холлом. А здесь находились кровати. Вот это, я так понимаю, изголовье. Кровати, которые сейчас демонтированы. Скорее всего, это помещение больше всего напоминает спальню, и вот это явно было изголовьем кровати. А вот смотрите, в изголовье кровати находилась такая консоль, видимо, с радиоприемником, с телефоном, поскольку здесь вот цифры, которые позволяли осуществлять набор номера, и, видимо, какие-то кнопки. Сейчас уже все надписи выцвели, очень тяжело понять, что здесь написано. Но вот мне кажется, что явно здесь были часы с будильником, телефон с громкоговорителем и радиоприемник. И вот номер попроще, рассчитан он на 3 гостей. И отчасти то, что мы здесь видим, конечно, это уже, если не новый ремонт, то новая мебель. Хотя все вот эти вот деревянные панели, обои, мне кажется, это все осталось еще с тех самых времен, когда отель принимал гостей в социалистические времена. А вот мебель здесь отчасти уже новая. Обалдеть! Здесь до сих пор работает вентиляция.
Это вот как раз тот самый номер люкс, только пара этажей ниже. Холодильник подключен в розетку. Смотрите, там даже лед до сих пор. Здесь был трехместный номер. Точнее, это все один номер, но разные помещения. Здесь уже немножко более современная мебель, немножко более современное изголовье кровати. Телевизор, и он тоже работает. Смотрите, все работает, обалдеть. Вот такие фирменные таблички были отеля «Югославия». А это санузел. Везде работает освещение. Но я говорю, что этот отель буквально прекратил принимать гостей буквально, неделю, может быть, назад. Видите, есть вода. Давайте попробуем пройти в следующее помещение. Так, тут, к сожалению, закрыто. И вот снова виды из этих люксовых номеров на Дунай. А это, кстати, управление климат-контролем. Вот здесь сверху колесико, с помощью которого можно было выставлять нужную температуру. И, видимо, вентиляция в этом номере уже подавала воздух необходимой температуры. Точнее вот эти вот приборы. Здесь же в номере мы можем видеть Room Guide с указанием важных телефонов, порядок поведения в этом номере, порядок поведения в гостинице. Этот же порядок дублируется на английском. Это отельский сейф, то есть каждый постоялец мог воспользоваться сейфом за 1 евро в день. И прайс-лист на номера. Кстати, вот это достаточно интересно, можно посмотреть. Однокоечный номер на одну персону 5089 динар. Одноместный двухместный номер 6610 динаров. Стандартные одноместный номер 4621 динар, двухместный 6025, всего на 600 динар дешевле. Далее трехместный номер 8892, это как раз вот в таком мы сейчас находимся. Продолжим изучать прайс-лист отеля. Четырехместный 10998, апартаменты на двоих 7956, апартаменты на троих 10881. Большие апартаменты Югославия. Это, я так понимаю, как раз на верхних этажах, которые я вам показывал. Апартаменты на троих 10413, на четверых 14391, а на 5 человек 15327. И эконом-вариант, одноместный номер 4212 и двухместный 5382. Все эти цены делите на 117 и как раз получите стоимость в евро. Здесь, надо понимать, находится мужской туалет. Свет там, к сожалению, не работает. Находился мужской туалет. Запах, честно говоря, жуткий. Причем даже не туалета, а какой-то гнили. А это помещение женского туалета. Вот еще давайте заглянем. Это как раз двухместный номер, который выходит на другую сторону, в противоположную Дунаю. Это вид на главное крыльцо отеля. Здесь мы можем видеть надпись «Отель Югославия». Вот еще аналогичный номер, но уже с видом на Дунай. В номере, естественно, находится система кондиционирования, то есть что вот эти вот аппараты, они связаны с общей системой кондиционирования и находятся в каждом номере. Двухспальная кровать, телевизор и маленький холодильник, какой мы с вами уже видели. А здесь все подготовлено для вывоза постельной принадлежности, тележки горничных, покрывало, все рассортировано. То есть это явно пойдет не на выброс, а кто-то все это хозяйство, скорее всего, купил. Вот такой вот достаточно уютный номер с немного оляпистым креслом.
Опять же, двуспальной кроватью, телевизором. Тут даже предусмотрен рабочий стол. То есть все номера так или иначе немного отличались по обстановке, по своему наполнению. А вот туалет в этом номере. Все достаточно просто. Смотрите, даже еще туалетная бумага осталась. И такая, как их называют, сидячая ванна. Небольшой холл с хорошим видом на парк и на часть Нового Белграда, района Новый Белград. А вот еще один номер. Кровать отсюда уже вывезли, как я понимаю. Но тоже здесь была рабочая зона, письменный стол. И, как во всех остальных номерах, это оляпистое ковровое покрытие. Можем, кстати, пройти в номер напротив. Просто ради интереса посмотреть. Я думаю, что он аналогичной планировки, но там сохранилась кровать. Да, примерно то же самое. Но мебель все-таки чуть-чуть другая. Ну, а вот и сам основной коридор. Честно говоря, с одного края, если глядеть в его конец, то он кажется, конечно, не бесконечным, но очень большим. Отель был крупнейшим в Югославии и самым, наверное, престижным. Планы по строительству роскошного отеля для высокопоставленных гостей в Белграде на берегу Дуная появились еще в 1947 году. Строительство началось 11 апреля 1948 года. Болотистая местность, на которой возводился отель, потребовала сначала подготовки мощного фундамента. Отель построен на бетонной плите, в которую было залито 1000 кубометров железобетона. В 1949 году работы были приостановлены из-за экономических проблем после разлада между СФРЮ и СССР. Строительство возобновилось только в 1965 году, после предоставления кредита Югославским инвестиционным банкам. Гостиница «Югославия» открыла свои двери для посетителей в 1969 году. Изначально гостиницу планировалось назвать «Белград», но название изменили на «Югославию», чтобы подчеркнуть ее значение и величие. Гостиница стала самой большой в Югославии. Она имела более 600 номеров и апартаментов и ресторан на 800 посетителей. В социалистические времена гостиница принимала самых высокопоставленных постояльцев со всего света. Среди них были английская королева Елизавета II, астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин, американские президенты Ричард Никсон и Джимми Картер, ливийский лидер Муаммар Каддафи, канцлер ФРГ Вилли Брандт, певица Тина Тернер, актер Кевин Костнер. А вот это центральный холл отеля. В центральном холле располагались 4 лифта. Точнее, они пока и сейчас еще располагаются. И что интересно, вот там была действующая часть, откуда мы с вами сейчас пришли. А вот за той дверью находится заброшенная часть отеля, которая не работает уже несколько лет. И вот еще интересный момент. Здесь кнопочки еще со старых времен вызова горничной. Вот здесь вот прям хорошо видно нарисована горничная. И вторая кнопочка тоже для вызова, наверное, какого-то персонала. Вот только посмотрите, какая красота. Этажи выше, они уже, конечно, находятся в жутком состоянии. Вот здесь были эти номера люкс. По-моему, к сожалению, все закрыто сейчас. Да, внутрь мы вряд ли попадем. Заброшенная часть находится вот за этой забутовкой. На самом деле это не конец здания, не конец помещения. Там находится заброшенная часть. И еще целый заброшенный этаж, куда, как написано, запрещен проход. Но мы, конечно же, сейчас туда отправимся. Ну и здесь творится тихий ужас. Все в птичьем помете. Когда-то это была парадная лестница с красной ковровой дорожкой, как вообще было очень популярно в социалистические времена. Ну и давайте с вами, друзья, сейчас пройдем в заброшенную часть отеля. Немножечко прогуляемся там. Мы видим такой же шикарный холл с отделкой из красного дерева.
И на софе здесь просто горы птичьего помета. А вот и номер люкс, который располагался в заброшенной части. Здесь мы видим совершенно другой интерьер. Посмотрите, на стенах была выполнена деревянная декоративная отделка из натурального дерева. Часть этого дерева демонтирована уже и сложена вот отдельно. Шикарные деревянные двери, роскошные люстры в стиле под старину. А посмотрите, как был выполнен декор стен. Декоративные колонны, натуральное дерево, ну и пригорюнившиеся голуби, которые сейчас тут все загадили. Вот еще одна люстра, уже хрустальная. И везде отделка деревом, необычные формы зеркала. Это был номер для высокопоставленных гостей. Везде при этом горы птичьего помета. Тут, конечно, этот этаж выглядит гораздо более уныло. Причем где-то даже коммуникации разворочены. Представляет сейчас собой жалкое зрелище. Хотя где-то еще осталась оригинальная мебель и номера с оригинальной отделкой. Посмотрите, здесь везде были сделаны колонны, имитация колонн. И, конечно же, шикарный вид на Дунай, шикарный вид на город. И вот сейчас примерное состояние большинства номеров в заброшенной части отеля. Гостиница «Югославия» даже попала в книгу рекордов Гиннесса, точнее элемент ее интерьера. Люстра в холле отеля была занесена в книгу рекордов как самая большая в мире. Она имела длину 30, ширину 5 метров, весила 14 тонн, была украшена 40 тысячами кристаллов Сваровски и имела 5000 лампочек. Во время бомбардировок НАТО в 1999 году в ночь с 7 на 8 мая 2 ракеты попали в северное крыло гостиницы. По словам британского министра иностранных дел, она была легитимной целью, так как там располагался штаб добровольческого военного формирования под руководством Желька Ражнатовича Аркана. К слову, это очень яркая и интересная фигура в истории Югославии 90-х. После бомбардировки отель прекратил свою работу. А вот и аварийная техническая лестница в заброшенной части. Причем, обратите внимание, лифты здесь были старые, не с автоматическими дверьми, а где двери открывались вручную. А вот это вот сигнализация, которая информировала пассажиров лифта, ожидающих лифта, о том, на каком же этаже находится та или иная кабина. Ну и можно заглянуть в саму шахту лифта. Мне сейчас отсюда даже не видно, стоят ли там лифты внизу на нижнем этаже или их уже давно-давно демонтировали. Ну а мы давайте попробуем поднимемся на технический этаж. Здесь у нас лифтовая. Вот тут находятся моторы лифтов, не разобранные. Но все это ужасно загажено. Вот еще какие-то приводы. Достаточно интересно все это сделано. То есть эти приводы были связаны сверху тросами. Видимо, туда просто наматывался трос, когда лифт поднимался наверх. Теперь понятно. Ну и здесь тоже были номера, как ни странно. И можно выйти на террасу. Такая терраса опоясывает отель «Югославия». И понятно, здесь просто были балконы, выходы на балконы из этих номеров, только в отличие от балконов на более нижних этажах, здесь балконы гораздо более просторные. Давайте полюбуемся видами на Дунай. Сейчас там народ отдыхает на своих лодках, яхтах. Сегодня воскресный вечер, и народ просто развлекается, отдыхает, в том числе и на воде. А это виды на район Новый Белград, Новый Белград и на Земун. И вот сама комната с просторным балконом. Это уже даже не балкон, это полноценная терраса, где гости отеля чувствовали себя в уединении от своих соседей благодаря таким перегородкам. Конечно, здесь уже
Этот этаж просто в ужасном состоянии, но кое-что интересное здесь все-таки есть. И мы сейчас как раз туда и отправимся с вами. Вот он уже привычный нам холл. И здесь отделка, опять же, тоже красным деревом и гранитом. И выход на крышу отеля, которая сейчас заросла уже там зеленью. Но раньше, когда все это действовало, здесь была шикарная терраса. Возможно, здесь был какой-то ресторан, что сербы очень любят. Возможно, здесь даже проводились какие-то, может быть, дискотеки уже в более поздние годы. И здесь, конечно, просто потрясающий вид открывается на город. От его южных, юго-восточных районов в сторону самого центра. Вот там мы можем видеть Калимегдан. Это самый центр Белграда. Вот здесь, мне кажется, скорее всего, во времена работы этой части отеля было какое-то кафе, наверное. Сейчас здесь склад старых матрасов и какие-то подсобные технические помещения. А вот и шикарный вид на башню Генекс, о которой уже у меня был рассказ. И вы можете пройти по ссылочке и посмотреть о том, что же сейчас творится внутри знаменитой башни Генекс. А вот и еще техническое помещение. Здесь тоже были лифты, которых мы, кстати, не видели ни на одном этаже. То есть до этого эти помещения были закрыты. И мы сейчас можем подняться на самый верх. То есть даже над той площадкой, где мы с вами только что были. Давайте посмотрим, что же здесь находилось. Здесь были системы кондиционирования, воздухозабор систем кондиционирования, вот тех самых, которые обеспечивали вентиляцию и кондиционирование воздуха в самом отеле. Причем они все целые. Я абсолютно неправильно говорю, что здесь были системы кондиционирования. Они все целые, они до сих пор в рабочем состоянии. Все электроприводы на месте. Здесь же, естественно, мы видим лифтовую, причем тут все это в рабочем состоянии. Здесь работают моторы сейчас. Слышите, работают лифты. Вау, вот это да. То есть кто-то сейчас еще и пользовался лифтами. Тут тоже какая-то вотчина электрика. Скорее всего, здесь хранятся запчасти для ремонта лифтов. Мне кажется, это так и было. То есть тут не демонтировано, не разобрано, а именно это вот здесь находились целые блоки, запчасти для ремонта оборудования. Мне так, во всяком случае, кажется. И вот второй блок, где находится система кондиционирования. А еще что интересно, там вдали два бака, которые, видимо, как раз обеспечивали охлаждение, подавая холодную жидкость. Ну, я небольшой специалист в системах кондиционирования, но во всяком случае понятно, что там должен быть какой-то хладагент. И вот, скорее всего, это баки с хладагентом. А лифты здесь продолжают работать. И самый прикол, здесь очень низко труба, она вся обернута поролоном, чтобы электрики, лифтеры не расшибли себе лоб. А вот и, собственно, вид на ту самую площадку, где мы с вами были только что. Ну и теперь я хочу спуститься по запасной лестнице вниз и посмотреть те этажи, на которые мы не могли попасть. А с другой стороны отеля, которая действующая, где забутовка. Вот, например, даже здесь картина уже совершенно другая. Здесь находится множество старой мебели, матрасов, номера сами пустые. И вот мы сейчас упремся в закрытую дверь, которую мы видели с другой стороны. И, видимо, все это уже пойдет на слом, это уже точно никому не нужно. Даже старые двери здесь складированы. А вот это, конечно, шикарная композиция. Демонтированная сантехника со многих-многих номеров. Да. Этажом ниже тоже аналогичная ситуация. Ну а здесь совсем все плачевно, поэтому давайте отправимся еще ниже по этой черновой лестнице. Здесь, кстати, интересно, вход на этот этаж и выше уже был перекрыт решеткой. Сейчас-то перед сносом, понятно, здесь уже все открыто. И вот, кстати, кабина лифта внизу. Здесь уже какие-то совсем технические помещения.
какие-то даже перестраивались уже в наше время, но оставлены в таком вот незаконченном, недостроенном состоянии. И мы с вами оказываемся совсем в подвальном помещении, где сложена старая мебель, видимо, очень старых времен, с тех времен, когда только был открыт, наверное, этот отель. Старые бра, какие-то металлические конструкции. Здесь же кошки. В 2006 году с третьей попытки гостиница была приватизирована за 31,3 миллиона евро при стартовой цене в 42 миллиона евро. В конце 2013 года отель вновь открыл свои двери для гостей столицы, став при этом 3-звездочным. Для постояльцев были открыты 3, 4 и 6 этажи. Кроме того, около 100 помещений сдавались под офисы. 22 марта 2024 года гостиница была снова продана на торгах по банкротству. Покупателем стала строительная компания. Цена на торгах составила 50% от рыночной оценки, и это соответствует закону. В конце 2024 года начался снос легендарной гостиницы.